Друзья, всем привет! Сегодня замечательный день для того, чтобы обсудить все прошедшие новости проекта Волкин, которые произошли за прошедшие выходные. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, там выходят самые свежие новости максимально быстро. И мы их также успеваем обсуждать. Поэтому ссылочка будет в закрепленном комментарии и начинаем новости. Первое, что хотелось бы, наверное, отметить, это то, что Волкин начал закупать рекламу. Да, не ослышались. Что мы видим? Раз картиночка, два картиночка, 3, 4, 5, 6. Что это за 6 необычных котов? Давайте посмотрим подробнее, да? Если мы посмотрим на ник, Sayonara Boy, очень знакомая история. Это у нас LJ, да, видите, по глазам, по заметным характеристикам можно наблюдать. В проекте у нас будет инстасамка, и будьте осторожней с 6-м уровнем. Если попадете с ней 1 на 1, вероятней она вас все-таки сделает. Бастерзи, без понятия, кто это, но, вероятно, какой-то чувак в очках и в костюмчике Adidas. Делгресс, вообще тоже непонятный чувак. Он есть, во всяком случае, и, вероятно, тоже какой-то блогер. Далее Михаил Литвин, тоже знаю такого, тоже не фанат абсолютно. Есть даже мем. Зачем позвали Литвина в телеграм-канале. И закрывает нашу линейку, это S1 Mpleo какой-то, тоже непонятный блогер, но, собственно, он есть, и давайте, наверное, рассмотрим. О чем это нам с вами может говорить? Первое, что, наверное, стоит отметить, это довольно странный выбор блогеров, да, которые будут представлять проект. Мне кажется, стоило бы создать немного другой звездный состав, немного другую Dream Team. Но так или иначе, это то, что у нас сейчас есть. И, вероятно, разработчики делают ставку на то, чтобы проект пошел максимально в широкие массы. Стоит ли делать вывод о том, что никто из более таких презентабельных, да, респектабельных блогеров не приняли проект Волкин, да, у которых просто более осознанная аудитория, которую ты не будешь кормить всякой непроверенной историей, да, непроверенной чепухой, то не знаю, вряд ли. У этих ребят так или иначе большое количество подписчиков, и от них, вероятно, придут много новых людей, много молодых людей и девушек в проект. Но все-таки бы хотелось, чтобы пиар-отдел команды Волкин пересмотрел свой выбор, да, и добавил все-таки более подходящих блогеров с платежеспособной и думающей аудиторией. Новость номер 2. Это, наверное, даже не новость, такая внутренняя жизнь из нашего телеграм-чата. Если вы не подписаны, то ссылочка также в описании. Переходите, подписывайтесь. Там все эти опросы, обсуждения у нас есть, мы их проводим. И что у нас было? Да? Был опрос. Вы заметили улучшение самочувствия после выхода Stepan или Волкин? Да, в опросе есть Stepan, хотя телеграм-канал у нас по Волкину, но Stepan так или иначе имеет очень большое влияние на Move to Earn сферу и на спортивных людей, так в частности. И что мы видим? Результаты опроса у нас показали, что 8 человек пришли в форму после того, как вышел Stepan и Волкин, 52 стали больше двигаться, да, и 29% и так были активны. И всего лишь 9% накручивают свои шаги, получают гемы, однако мы это абсолютно не приветствуем, и многие получают бан и прощаются с игрой. Моя позиция на этот счет заключается в том, что каждый так или иначе выбирает сам для себя подходящую стратегию. Если приложение не идеально, да, если оно позволяет как-то играть нечестно, то вы обманываете в первую очередь сами себя, и хоть и получаете в краткосрочной перспективе какие-то результаты в виде дополнительных гемов, да, или там еще чего-то. Однако, если играть по правилам, то вы не только кайфанете от процесса игры, да, но еще и улучшите свое здоровье, как бы банально, наверное, это не звучало. Да. Вот мой личный пример. Мы с женой приехали в Грузию, установили приложение Stepan. По итогу у нас были кроссовки, мы в них бегали, и приходилось реально вставать в 6 утра каждый день для того, чтобы энергия не сгорела. По итогу этого проекта мы вышли в ноль, да, я знаю, что многие ушли в жесткие минуса, и по итогу мы приобрели 2 месяца стабильных пробежек, сейчас это уже 3 месяца почти, ранние подъемы в 6 утра стабильно, и супер мотивацию и дисциплину.
даже если бы мы вышли не в ноль, а в минус, то просто посчитать, да, сколько стоит билет в зал и сколько стоит купить, допустим, кроссовок, а сколько стоит сейчас его купить, например. То есть вещи довольно несравнимые относительно результатов, которые мы получаем. Ну а что касается Волкина, тоже очень круто работает схема с 10 тысячами шагами и дополнительными гемами за них. Не всегда раньше получалось нахаживать это количество шагов, даже при том, что я бегал. Но с появлением Волкина мой день реально поменялся. Хочется прям выходить, гулять какое-то время, да, слушать аудиокниги, и чувствуешь себя гораздо-гораздо лучше. И, судя по опросу, многие считает точно так же. Давайте же обсудим, что происходит с монетой на момент записи этого ролика. Монета торгуется по цене 0,0634. Скажу именно в таком формате, так будет понятней. То есть почти 6 центов мы дошли до почти 6 центов. Мне кажется, падать будем прямиком до 6. Далее будет уровень поддержки, и можно ожидать уже какой-то маломальский разворот. Почему такое происходит? Ну, все просто. Посмотрите на остальные рынки, посмотрите на заседание ФРС, как все это дело отреагировалось, да, и хоть мы видим, что Волкин особо не отыгрывает по новостям, когда одни криптовалюты просто скачут туда-сюда, Волкин, мы видим, что он держит определенную границу, да, и как бы придерживается ее, не особо вверх и особо вниз не идет. Вот. Но в данном варианте при таком большом негативе на рынке разработчики просто решили не держать нижний флор цены, да, по токену, на мой взгляд, и просто решили опустить его чуть-чуть ниже. Для чего это делается? Для того, чтобы просто не палить свои ресурсы, да, отдать людям, просто продать подешевле и самим же опять откупить по самой вкусной цене. Вряд ли они, наверное, дадут нам увидеть цену 5 центов, хотя все возможно. Такая психологически еще плюс-минус комфортная цена. Вот. Но 6, я думаю, мы увидим, и, на мой взгляд, от 6 мы оттолкнемся. Но, возможно, сходим еще ниже, да, до там 5. Все это делается для того, чтобы просто дать людям слить монету и самим же разработчикам подешевле ее откупить и вернуть просто на прежние значения. А общий негатив на рынке буквально просто благоволит разработчикам делать именно такую схему, потому что если бы все было на рынке хорошо, но Волкин взял и просто падал вниз, там до 6-5 центов, да, то многие реально бы запаниковали. А когда все падает, все рушится, там Solana, эфиры, биткоины, все, да, то камон, ничего страшного, мы просто идем вслед за рынком, и идеальный момент для того, чтобы откупать. Следующая новость. Проект Волкин занял 4-е место по трендам ChainPlay и 815 место по рейтингу общей капитализации. Да, теперь мы считаем рейтинг общей капитализации, будем смотреть, следить за долей рынка. Это Волкин в общем объеме криптовалют. Мне кажется, это довольно интересно. Вот. А что такое ChainPlay? Давайте посмотрим. По всей видимости, это топ игр на криптовалюте, да, которые связаны с криптовалютой. И в этом рейтинге проект Волкин занимает 4-е место. 3-е место у нас занимает Crypto Fighters, 2-е место занимает Teton Arena, надеюсь, правильно произношу, и 1-е место у нас Axie Infinity. Кстати, на этой новости хотел бы обсудить следующий момент. Так или иначе, многие из нас пришли сюда для того, чтобы заработать, да, чтобы внести какую-то свою комфортную сумму денег и получить определенные иксы, и кайфуя при этом в процессе. Вполне понятная мотивация. Однако для этого стоит немного разобраться, каким образом работают те или иные проекты, да, почему одни выстреливают, а другие не выстреливают. И, на мой взгляд, мы постепенно будем отходить от такой пирамидальной структуры, да, где основной мотивацией у людей будет именно заработок, да, где разработчики будут и блогеры, соответственно, кричать на каждом шагу, что заходи в проект, упустишь там прибыль, да, и ты будешь зарабатывать. Нет, мы постепенно будем приходить к тому, что играть будет просто интересно, и проект будет самодостаточным. Проект будет максимально схож с теми проектами, с теми играми, которые мы сейчас видим. Да, EA Games, например, там FIFA та же самая, да, или Sims какой-нибудь, там, не знаю, World of Tanks, Dota, куча разных других проектов, куда люди просто заносят свои деньги для того, чтобы просто получить процесс, ну, кайфануть от процесса. И, на мой взгляд, раздел Gamify в криптовалютах именно создан для того, чтобы дать вот этим основным играм популярность
регулярным разработчикам дать возможность получать профит от своих активов. Чтобы ты собрал команду, допустим, в FIFA, да, ну продай ее другому человеку, который также в ней нуждается, да. Скорее всего, это будут какие-то дополнительные режимы, да, что ты заходишь в игру, и у тебя есть обычный режим игры, да, вот просто стандартный геймерский, и какой-то дополнительный крипто-режим, да, вот какой-нибудь Fortnite, допустим, да, ты заходишь, ты покупаешь скин игрока, но он у тебя остается в игре. Было бы здорово, если бы этот скин был в виде NFT, и ты мог им управлять, ты мог его продать, покупать, улучшать и делать все привычные действия, которые мы делаем в привычном нам приложении. На мой взгляд, все только начинается, и будущее именно за теми криптопроектами, криптоиграми в данном случае, которые предлагают пользователю именно в первую очередь ощутить пользу от взаимодействия со своим продуктом, да, а не заработок, который позволяет пользователю кайфовать в процессе, получать удовольствие от игры и уже во вторую, в третью, в десятую очередь получать прибыль от своих каких-то действий в игре. Поэтому прежде чем вкидывать свои деньги в определенного рода проекты без какой-либо идеи основной, да, задайте себе, наверное, вопрос, вкидывал ли бы я какую-то сумму средств, пускай даже маломальскую, если бы там не было вот этих вот супер обещаний заработка и всего остального. Если проект хороший, если за ним стоит идея, то в любом случае в него будут идти деньги. Деньги будут идти в сторону просто разработчиков. Но если разработчики умные, они подключат туда блокчейн, и все будут выигрыши, и просто рост в геометрической прогрессии, и все выиграют от этого. Желаю всем успехов, обязательно подпишитесь на YouTube канал, если еще не подписаны, и переходите по ссылочке в закрепленном комментарии, чтобы подписаться на наш Telegram канал. Там у нас супер обсуждение, супер интересно, супер весело и всегда много-много интересных позитивных моментов. Пока!